Сегодня такой неплохой денек, и наконец-то выглянуло солнышко, хотя прошел уже сильный ливень. Но тем не менее погода наладилась. Я вышла прогуляться, точнее мы приехали на летное поле, где у меня супруг запускает модельки самолетные. А я тут топчусь рядышком, гуляю и решила записать для вас видео. А темой этого видео станет то, о чем молчат переехавшие сюда люди. Жизнь их на самом деле далеко не сладкая. Это же кошмар. В поле открытом, на аэродроме. Ничего этого не будет. Такой момент, который ты постоянно держишь в голове, что вот надо не забыть. Она на самом деле, не такая правдивая в душе. Папка там вообще будет караул. Вот подъезды в зеленый либо в голубой цвет покрашены. И потом меня не впустили. А почему, я не знаю. На эту тему меня натолкнуло такое впечатление, которое сформировано различными роликами в интернете, в разных соцсетях, где везде транслируется красивая жизнь, успешный успех, о том, как все легко, как классно, какой человек классный, переехал, уехал в Таиланд, и у него все сложилось, и он живет свою лучшую жизнь. Сейчас, кстати, прохожу мимо пруда, и тут, смотрите, рыбки, наверное, спят, они над поверхностью воды. И там дальше кувшинка скоро распустится. За что я люблю Таиланд, это за такие вот мелкие, такие милые моменты. Казалось бы, я вот гуляю практически в поле открытом, да, на аэродроме, и вот рыбы плавают, и кувшинки распускаются. Ладно, не будем уходить далеко от темы. В общем, я решила снять, не то чтобы опровержение на вот этот реальный, нереальный успех от переезда в Таиланд, но хотелось бы поделиться своим опытом, своим видением того, как оно тут все происходит. А на самом деле за переездом скрывается очень-очень много нюансов. Наверное, первое, что лично меня касается, что очень часто переезд связывают с тем, чтобы начать новую жизнь, попробовать себя в чем-то новом, полностью поменять круг общения, в общем, как будто все начать с нуля. И вроде бы как ты бежишь от своей прежней жизни во что-то новое, но не всегда в этой гонке удается избавиться от тревожности. Ты точно так же не перестаешь уставать и работать, и при этом продолжаешь чувствовать себя потерянным. И, наверное, вот эта мысль, она у меня сейчас тянется такой красной нитью. Может быть, еще потому, что сейчас времена такие непростые, да, для всех россиян. Вот я, получается, работаю. Я говорила, что у меня вся работа, она онлайн. У нас живой офлайновский бизнес в России, да, но я курирую его удаленно. То есть, поэтому я называю свою работу онлайновой. И получается, что я вроде бы как работаю, я переживаю за все, физически я здесь. Но мое детище, мой бизнес, моя работа, она находится в Москве. И близкие мне люди, мои родственники, моя мама, она тоже находится в Москве. Поэтому головой я все время не могу быть полностью вот свободной, отпустить вот это все волнение, вот эти все мысли. Таиланд, он, конечно, располагает на такой позитив и спокойствие, но полностью прям избавиться от вот этого вот бэкграунда, скажем так, никак не получается, и это невозможно. Поэтому как бы ты ни бежал за какой-то новой, красивой жизнью, реальная картинка, она будет вот такая. Но об этом не очень принято говорить. Вы знаете, многие показывают красивую жизнь в Таиланде, но часто за кадром остается вот это внутреннее, честное, с самим собой ощущение того, что ты пытаешься это все удержать. И ту красивую картинку, которую ты выдаешь, она на самом деле, не такая правдивая в душе. И мы пытаемся здесь удержаться и как-то вот сохранить свое равновесие. Я бы тут разобрала несколько вопросов, таких главных ключевых тем, которые, мне кажутся, наиболее острыми. И самая большая проблема, с которой сталкиваются все переехавшие в Таиланд,
В первую очередь это заработок. Официальный заработок, когда ты что-то делаешь руками, оказываешь какие-то услуги, да, либо даже просто стоишь продавцом на кассе и принимаешь деньги, да, то весь этот заработок для иностранцев, он запрещен. Тут стараются максимально дать работу местным людям, тайцам, поэтому круг твоих профессий и твоих возможностей, используя которые ты можешь зарабатывать деньги, он очень маленький. Получается, что если ты, например, работаешь онлайн, в SEO там, или в диджитал профессии, то да, ты можешь легально зарабатывать деньги и как будто все ок. Но если ты приезжаешь сюда в надежде, что сейчас будешь тут подпольно, не знаю, там наращивать реснички, делать маникюр, эпиляцию или проводить какие-то экскурсии, фотографии, тату, то это все запрещено, это незаконно. И я тоже очень часто вижу такие блоги, такие аккаунты среди молодежи, и такое чувство, что многие люди, либо они просто как бы живут одним днем, да, и не думают о том, что это незаконно, и что карма тебя настигнет. И как только станет известно о том, что ты незаконно зарабатываешь деньги, это штраф и депорт сразу. Ну и, соответственно, скорее всего, въезд в Таиланд тебя будет закрыт. Уж не знаю, навсегда там или на какие-то годы. И вот нашим русским менталитетом это не воспринимается серьезно. Многие все равно, я вижу в русских чатах объявления, что, например, там приезжаю в октябре в Таиланд, я фотограф, там, или видео съемкой занимаюсь, то есть могу вас пофотографировать, поснимать. Блин, ну это незаконно, и это очень легко доказать, то, что вы занимаетесь незаконной деятельностью. Причем, как я поняла, сдать тебя могут не только тайцы, но чаще всего сдают тебя русские, то есть свои же. И получается такая история, что ты можешь там сегодня-завтра делать фотки, и все вроде бы хорошо, да, с клиентами, а послезавтра вот возникнет какая-то проблема. Тебе, например, человек не захочет платить деньги, и ты начнешь с него требовать свои деньги, и он пойдет тебя сдаст в полицию. Вот и вся твоя успешная карьера, весь твой мыльный пузырь такого вот красивого успеха и жизни в стране улыбок, он сдуется. Ну, вот как-то об этом, видимо, не думают люди. Не знаю, почему так. Следующий важный момент – это визовый вопрос. И, казалось бы, тут можно жить хорошо и красиво. Море, кокосы, пальмы, лето круглый год. Но по факту ты все время строишь свою жизнь вокруг визового вопроса. Ты все время, ну вот я, например, помечаю в календарике даты, когда мне нужно явиться на продление визы. Я уже говорила, у меня виза Thai Elite, то есть это считается, ну, такая хорошая виза. Она дает мне право заехать в страну и находиться здесь без выезда за границу год. Но, тем не менее, раз в 3 месяца я должна все равно являться либо в иммиграционку, либо обращаться к Thai Elite, чтобы ставить штамп в паспорт. То есть каждые 3 месяца ставится штамп. И фоново я в голове все равно всегда держу, что мне нужно не забыть вот в такую-то дату поставить штамп в паспорт. Или вот недавно мы спать легли, я подумала про свой штамп и думаю, а супруг, потому что я-то недавно в Россию вылетала и вот только залетела, а супруг, он здесь находится с декабря. Вот. И я такая у него спрашиваю, а ты на продление визы ездил? То есть фоново в голове это все равно всегда крутится. И если ты хочешь куда-то уехать или запланировать какую-то там поездку за границу там, или еще что-то, ты все равно всегда думаешь, а не нужно ли тебе в этот момент продлять визу? И по факту, честно, это все равно не дает тебе вот полной свободы и спокойствия. То есть ты все время понимаешь, что ты здесь, ну не то что на птичьих правах, но ты здесь должен бдить и соблюдать закон, сроки. То есть ты не можешь расслабиться и вот спокойно жить, да, как, например, можно это в своей стране. Еще важный момент –
это где здесь брать деньги. И об этом тоже, скажем так, не особо честно говорят, потому что все ролики, в которых я видела, очень бодро, воодушевленно и в такой легкости рекламируют разные обменники. Обменники, разные чаты, где ты можешь обменять денежки, и, мол, даже выходить никуда не нужно, курьер тебе все денежки привезет. И вы знаете, что хочу сказать? Тут на самом деле вопрос очень такой острый и непростой. То есть информация преподносится, как будто все так легко, а вы нам денежку перевели из России, а мы вам вот тут баты отдали. Но реальность такова, что, во-первых, за любой перевод денег из России кому-то на карту твою операцию могут заблокировать. То есть сейчас у нас деньги переводить просто так и оставаться незаметным и белым и пушистым нельзя. И хорошо, если операцию заблокируют, а могут заблокировать твой счет в банке. Таких случаев очень много. Поэтому просто так вот переводить деньги, живя здесь на постоянке, не получится. Если ты турист и один раз, не знаю, 2 раза перевел какую-то, небольшую сумму денег, это еще может у тебя прокатить. Но если ты живешь здесь на регулярной основе, и ты ежемесячно делаешь какие-то переводы, а помним, что курс бата к рублю давно уже не 1 к 1, а гораздо выше, то эта речь будет не о суммах в 10-15 тысяч рублей. На жизнь человека тут нужно 30 тысяч бат. То есть это 100 в рублях. И вот представьте, вы каждый месяц 100 тысяч переводите кому-то на какие-то карты. Как долго банк будет прощать вам это? Вряд ли долго. Скорее всего, очень быстро, месяц-два, и вас заблокируют. Вот, это первый момент. А второй момент, что тут очень много скама и обмана. Это не Таиланд этому виной, а в целом просто. Если это где-то возможно, то найдется та группа людей, которая захочет тебя обмануть. Это возможно среди людей разных национальностей. Но, тем не менее, тут очень много скама и обмана, когда ты переводишь денежки кому-то, якобы приезжает курьер тебе отдавать наличные баты, и сделка срывается. То есть что-то идет не так. Там, по-моему, знаете, даже какая ситуация? Когда ты в чате в Телеграм, например, условился о переводе денег, к тебе приехал курьер, тебе говорят, что сделка безопасная, что вы отдаете деньги курьеру, и вам тут же выдаются баты. И получается, что ты деньги переводишь, курьер стоит рядом с тобой, а кидают в итоге и вас, и курьера. То есть вот такая вот схема получается, обман с 2 сторон. И тоже очень многие туристы вляпываются во все это. Но следующий момент еще, который про деньги я хотела затронуть. С рублем видите, что происходит? И нет стабильности. То есть в 2018 году у нас курс был 1 к 1 рубль-бат. Сейчас курс практически 1 к 3. И как ты можешь переехать и рассчитывать на какую-то стабильность, когда непонятно, что завтра будет с рублем? Вдруг рубль совсем упадет, и доллар станет равен, не 75, не 80 рублей, а 200 условно. Итого сколько вам денег нужно будет для жизни в Таиланде? И как будто это становится уже все тоже не так легко и так радужно. И стабильность, не та, согласитесь, на которую хотелось бы рассчитывать. Я тут нашла симпатичное местечко, куда присесть. Но если начинала видеоролик минут 7 назад с того, что дождь наконец-то закончился и погода наладилась, то сейчас уже стало откровенно жарко. Я уже покрываюсь липким потом, выглянуло солнце бешеное, и мне хочется одеть очки, чтобы хоть как-то от него спрятаться. Поэтому дальше вы меня извините, буду в очках вам рассказывать свои мысли. Так что курс валют — это тоже всегда лотерея. И никогда нельзя рассчитывать на то, что баты, которые ты покупал, например, вчера по какому курсу, нельзя рассчитывать, что через месяц, например, ты купишь баты за рубли по этому же курсу. Отсюда же вытекает следующий вопрос. Карты. А что быть с картами? Местную карту для всех туристов сейчас открыть, по факту невозможно.
Кто-то говорит, что открывают карты по рабочей визе или с ДТВ визой, но не знаю. Знаю, что не всегда получается открыть эти карты, и многие банки просто отказывают. Возможно, это зависит от человеческого фактора, от того, какой сотрудник сидит в том или ином банке. Возможно, это зависит как-то от территориального района, да, то есть где вы пытаетесь эту карту открыть. А возможно, просто есть какие-то ограничения, что там на один филиал там не больше там какого-то количества карт можно выдавать. Все, что сверху, уже, например, нельзя под запретом. Не знаю. Но знаю, что открыть карту сложно и тем, кто официально работает по work permit, и тем, у кого есть ДТВ визы. Но у кого есть Thai Elite виза, карты открывают, карты дают. Поэтому, если у вас есть лишние 6 миллионов рублей на Thai Elite визу, то вы можете по этому поводу не переживать. А следующий тоже момент, о котором непременно хочется рассказать, это языковой барьер. И очень часто от русских туристов я слышу такую фразу, что да, в Таиланде не нужно знать даже английский язык, тут и так все жестами как-то все понимают. Да, понимают. На рынке, если вы покупаете лапшу или жареную курочку или какой-нибудь смузи. Но случись что-то серьезное, например, вы заболеете, вам стало плохо, вам нужно обратиться в больницу, и вот тут начнется вся свистопляска. И вот тут, когда вам плохо и тяжело, вы особенно остро почувствуете этот языковой барьер. И зачастую недостаточно знать только английского, потому что не все тоже говорят на английском языке. А те, кто говорят на английском, зачастую это все темы вокруг еды, да, вокруг того, как поесть там курицу или рыбу, ну условно. А если вам нужно обратиться в больницу и хоть как-то описать свои симптомы, чтобы вам не назначили вот такую кучу там анализов и исследований, вам нужно владеть английским языком. Поэтому язык, он тут важен. И когда вы пытаетесь говорить на тайском языке с тайцами, то вы как будто сокращаете свою дистанцию с ними. Ну, ему будет проще и желание как-то вот вам помочь. Но если вы вообще не бе-не-ме и еще пытаетесь там как-то кричать и давить, типа, ну мне плохо, сделайте уже что-нибудь, почему вы бездействуете, то да, как бы это... Ну, языковой барьер, он тут существует. А представьте еще, что у вас случились какие-то проблемы, там, я не знаю, с визами, там, или заблокировали счет, что-то случилось с картой. Как вы будете объясняться в банке? В Google Translator переводить и показывать сотруднику то, что вы хотите сказать. Ну, знаете, тоже так себе идея, потому что все азиатские языки через Google Translator переводятся совсем не так. И зачастую вы хотите сказать что-то одно, а переводчик вам выдает абсолютно другую фразу. И мало того, что другую, а какую-нибудь вот максимально смешную и не имеющую отношения к тому вообще, о чем вы говорите. Ну вот из серии, я когда пыталась перевести «погрейте мне сосиску», да, чтобы в 7-Eleven это сказать, мне Google переводчик выдавал фразу типа «отдайте мне мои деньги». Вот представляете, я бы в 7-Eleven вот такое бы говорила, еще бы повторяла как попугай это несколько раз в надежде, что вот сейчас я чуть с другим акцентом скажу, и, наверное, меня все-таки поймут. То есть надеяться на переводчик тоже не стоит. Кстати, раз уж я зашла на тему языков, дам вам небольшую подсказочку. Лучше переводить через GPT-чат. Он работает лучше, чем переводчик. Ну, а если у вас есть таец, который вам может подсказать какую-то ту или иную фразу на тайском, как сказать, то вы вообще красавчик. Еще супер важный момент – это документация. И да, жить здесь и не иметь никакого отношения и игнорировать вопрос того, что вам все равно придется работать с документами, не получится. Потому что вам все время нужно продлевать визу, вам нужно делать регистрацию. А тут в Таиланде регистрация, она называется TM30, то есть это такая справка TM30, TM30. Так ее большинство людей знает. И тут такая система, что в России, например, мы имеем регистрацию либо прописку по месту жительства. А здесь все по-другому. То есть, если вы живете в Бангкоке, вы должны сделать регистрацию по месту пребывания вашего в Бангкоке.
Если вы арендуете жилье, например, в кондике у какого-то тайца, вы можете даже не знать, что вам нужна эта справка по форме ТМ-30, а тайцы тоже, кто вот частники, да, сдают в аренду жилье, они тоже не хотят лишний раз напрягаться, и они могут эту справку сделать вам, а могут в большинстве случаев, кстати, и не делают эту справку. Но если какой-то вот визовый вопрос или что-то потребуется, у вас обязательно везде спросят эту справку. А если вы поехали, например, на выходные посмотреть на морешко, покупаться там в Паттайю, допустим, то вам там нужно делать справку. И если вы заезжаете в какой-то отель, то на ресепшене вам эту справку сделают. И они вас могут даже не уведомить, что они эту справку сделали, потому что при заселении вы им показываете паспорт, они этот паспорт фотографируют и сами у себя, внутренне уже делают вот эту справку. То есть они тебе на руки ее могут не давать, но у себя в системе они ее делают. То есть таким образом они отчитываются, что вот такой-то турист, там Вася Пупкин, например, на такие-такие-то даты заехал в их прекрасный отель в Паттайе там, или еще где-то. Вот, поэтому если вы перемещаетесь по стране, там, по разным городам, вы должны в каждой точке вашего пребывания делать эту справку. То есть такую вот регистрацию заново получать. И это тоже такой момент, который ты постоянно держишь в голове, что надо не забыть, надо сделать. И расслабиться это тоже не дает. Вот. Я уже не говорю про то, что некоторые тут живут не по длительным визам, а по каким-то коротким, да, занимаются визаранами, или бордеранами называют. То есть эти люди тоже, жизнь их на самом деле далеко не сладкая, поверьте мне. Каждые раз в 2 месяца куда-то гонять за границу, чтобы поставить вот этот штамп. И то сейчас по новым правилам в год можно делать не больше 2 пересечений по сухопутной границе, а все остальные пересечения ты должен делать влет-вылет. И знаете, а что будет завтра? Может быть, завтра они придумают новые правила и сократят количество пересечений по сухопутной границе до 1 раза. А у вас уже в этом году, например, было 2 таких пересечения. И все. И вы автоматически можете просто не влететь в Таиланд, и вся вот эта вот ваша красивая картинка, и потом меня не впустили, а почему, я не знаю. Появляются вот такие ролики в интернете. Хотя известно, почему не пускают в таких случаях. Тайцы не любят туристов, которые живут, скажем так, на постоянке нелегально, потому что вот эти все бордер-раны, это же туристическая виза. А получается, ты под видом туристической визы прячешь свое постоянное проживание. Так если ты хочешь постоянно проживать, делай визу ДТВ или делай визу Таилит. Да, это уже совсем другие деньги, но не нужно путать подмену понятий. Ты либо турист, ты либо тут живешь. Поэтому, если ты живешь, будь готов раскошелиться. Знаете, скажу грубо, но нищеброды и дешевые эконом-туристы не нужны Таиланду. И это логично. Вот нам тоже, например, в России. Зачем дешевые туристы? У нас правительство думает о том, как заработать, наоборот, на туризме денег, а не так, что турист приедет и будет с голой жопой, простите меня, сидеть. Поэтому вот такой тоже момент. И вот таким образом и получается, что можно приехать в Таиланд, но твоя жизнь, она все равно будет обычной. Ты все равно будешь крутиться вот в каких-то проблемах, в своих бытовых мелочах, и от этого никуда не деться. И если показывать на камеру только вот эту красивую инстаграмную картинку, извините, это неправда. И вот хочу сказать, что даже если вы работаете на удаленке, да, казалось бы, ты подстрахован, у тебя деньги капают онлайн, и ты, казалось бы, можешь жить и трудиться в любой стране, с любой точки мира. Но опять же, ты упираешься в документы, в визовый вопрос, возможно, это будет перевод денег, и все. И твоя жизнь, она все равно становится немного такой стрессовой. А многие в Таиланд бегут от того, чтобы избавиться от этого стресса. Но получается, ты один стресс меняешь на другой. И что из этого лучше, оно непонятно. Но каждому свое. Вот поэтому Таиланд на самом деле, он классный. Я, честно, обожаю Таиланд. Мы были в разных странах.
кто-то щелкает позади меня. Надеюсь, мне на голову никакой кокос не упадет. Мы были в разных странах. Ну, не могу сказать, что я прям очень много путешествовала, но мы были и в Эмиратах, и в Турции, и в Египте. Ой, где мы еще были? В Болгарии, Малайзии, Сингапуре, в общем, в Китае, в Японии. В общем, попутешествовали. Но Таиланд для меня, он максимально такой комфортный по уровню цен и того, что ты за эти деньги получаешь. Мне безумно нравится в Таиланде качество жилья. То есть то, сколько я отдаю денег за вот эту вот свою жизнь в кондике, за то, что мне дает этот кондик, какой сервис, какая управляющая компания, какой у меня вид из окна, бассейны, какие-то частные зоны, фитнес. Это все, это прям, ну, действительно очень дорогого стоит, и это наполняет меня, и визуально мне кажется, что моя жизнь гораздо красивее, она такая яркая и там чуть ли не праздничная. Но я понимаю, за что я плачу. В России, например, сейчас вообще все очень сильно подорожало, и я смотрела на Циане, сколько же стоит снимать квартиру, ну, пускай ту же студию или однушку, и я была в шоке, потому что студии нормальные сейчас, симпатичные, приятные, стоят по 80, по 100 тысяч. Это же кошмар. Но если переводить эти деньги на баты, то это будет где-то 35 тысяч бат. При этом у тебя не будет ни бассейна, ни каких-то там private room, никаких лобби, никакого security, охраны, сервиса по доставке посылок, еды, где тебе все приносят вниз, и ты просто идешь потом и забираешь. Ничего этого не будет. У тебя будет в лучшем случае натоптано в подъезде постоянно куча снега, куча грязи, лифты с прожженными кнопками и матерными словами. Ну, а если рассматривать дом какой-то Сталинка и Хрущевка, там вообще будет караул. Вот эти подъезды в зеленый либо в голубой цвет покрашены. И платить за все это ты будешь там 80, 90, 100 тысяч рублей. Но это же капец, это просто капец. Кстати, вот еще вопрос коммуналки. Нам недавно пришел счет за коммуналку в России 45 тысяч. Я просто охерела, простите меня. 45 тысяч коммуналка. Это сколько надо зарабатывать? Это еще, например, добавить к этой сумме годовой налог, да, за недвижимость. И добавить, как же это называется, когда ты платишь за восстановление, за капитальный ремонт. Вот, взносы за капитальный ремонт. Они тоже так выросли. Я заплатила что-то, по-моему, 60 тысяч за год. И получается, что я как бы не жила даже в квартире, а вот такие вот платежи я делаю. Простите меня, на какие деньги там нужно кушать, одеваться и еще вот что-то делать? Очень дорого. Но вот в этом плане тут за такие деньги ты можешь жить вот в лакшери. Ты за эти деньги сможешь и жилье классное снимать, еще и кушать. Алло. Да, я тут в озеро сижу, жарю. Снимаю. Давай, давай. Кушаешь? Ну, сейчас приду к тебе. Давай. Так что вот такой у меня рассказ получился. И это рассказ абсолютно не в сторону того, как тут все плохо, и ай-яй-яй, ой-ой, все кругом врут и обманывают, но просто это правда. И мне хочется, чтобы люди немножечко, хоть иногда снимали розовые очки, не думали, что тут все, вы знаете, с шоколадом вам на белом хлебушке намазано, все так сладко и без капли перчинки. Поэтому вот, всем хорошего дня. Тут уже вообще жара стоит, я уже сижу, а на самом деле капли пота просто стираю со лба. Солнце жарит, просто стоит высоко. Побегу, а то боюсь сгореть. Все, пока. Kiss you. Ракна, дзюб-дзюб. У меня аж попа вспотела, мне кажется. Мокрые вот штаны. Так что вот, еще тут и жарко, помните об этом.